День 1625. Алекс на связи. Очень часто возникает вопрос, что зачем делать какой-то умный дом, если можно просто купить какие-нибудь устройства, которые могут в автоматическом режиме работать или поддерживать какие-то параметры, или управлять какими-то разными устройствами. И, например, конечно, я тоже, когда начинал строить умный дом, в принципе, я с чего начал, это я пошел, купил умную розетку. Вернее, розетка, она была не умная, а программируемая. То есть можно было на ней настроить разные таймеры. По-моему, до 8 таймеров можно было построить. Она понимала, какие дни недели, можем календарь там вести. И, в принципе, могла по времени разных параметров включать или выключать. То есть мне надо было сделать так, чтобы у меня включался пол по определенному времени, теплый пол, и чтобы я мог там настроить, например, что в такое-то время с утра там до, допустим, там 7 до 9 или там 6 до 9 часов он нагревает, потом весь день в выключенном режиме, и потом вечером с 5 до 10 он у меня как бы еще тоже включается и тоже поддерживает температуру. Но потом, помучившись с этими параметрами, с этими таймерами, я понял, что это слишком сложно. И, конечно, проще там установить на термостате какую-то одну температуру и просто забыть об этом навсегда. Неважно, там, тратит на энергию, не тратит, есть то дома или нет. В принципе, пусть всегда работает, чем так сложно делать. В принципе, можно купить и термостат теплого пола, тоже, который поддерживает разные таймеры. Он тоже программируемый, на нем настроить разные параметры. Но это все равно нужно сидеть, по сути, этот таймер, термостат он установлен внизу, около пола в основном. И нужно будет сидеть там около этого термостата и пытаться эти параметры ввести. Это, конечно, неудобно так программировать, и, в принципе, в любой момент может что-то измениться. Например, это выходной, и нужно там учесть правила выходного дня. Если это отпуск, то нужно не забыть выключить. То есть я фактически сейчас просто хожу по дому, там, где у меня еще старые термостаты стоят, приходится вручную их выключать, если они были включены. То есть, конечно, это не очень удобно, и можно иногда и забыть выключить, когда уходишь. Для реализации, например, управления освещением, конечно, тоже есть разные способы. Есть вариант, что, например, если нужен какой-то умный свет, то можно либо, например, включать его с проходного выключателя, то есть сделать два выключателя на уровне проводов, их связать, и тогда можно будет в одном месте включить, а в другом месте выключить. То есть это будет похоже на некоторый умный свет, но это, конечно, будет очень фиксировано. То есть в случае необходимости включения из другого места или удаленно, это уже не получится сделать. Или, например, сейчас очень много есть светильников, которые с пультом продаются дистанционного управления, и есть даже и которые по Bluetooth можно подключить. И тогда можно, например, там, с телефона выключить или включить, или с помощью этого пульта включить или выключить. То есть это тоже очень будет похоже, как будто умный дом, но на самом деле тоже будет не очень удобно. Во-первых, нужно на телефоне не забывать подключать, и надо будет устанавливать приложение специальное для управления. И работает не очень хорошо. Сколько я пробовал такие лампочки, светильники использовать, это, конечно, очень глючно, и на самом деле так долго, конечно, использовать не будешь. И, например, с пульта, конечно, он пока не потерялся, еще можно там выбирать разные режимы, даже, в принципе, интересно, но если он потерялся куда-то, он обычно маленький, и такой китайский пультик, и он может, и, например, кнопки могут перестать нажиматься через некоторое время. Ну и, в принципе, он может потеряться, и тогда вообще непонятно, как этим светильником управлять. Для создания каких-нибудь сценариев можно купить разные, сейчас продаются светильники настольные, типа ночника, у которого есть режимы включения,
Можно настроить таймер, чтобы оно включалось там, допустим, каждое утро. Причем можно сделать разные функции, рассвет, например, или какие-то режимы выбирать. Также многие подключаются по Bluetooth к телефону, и можно там на телефоне тоже их запрограммировать, и они, в принципе, будут выполнять свою функцию. Но опять же, если какое-то правило настроить, и оно не очень будет универсальным, то удаленно выключить этот светильник, если он включился, когда нет никого дома, уже не получится. Ну или, в принципе, там все равно есть ограничения, то есть полноценно сделать разные режимы включения или выключения, конечно, будет посложнее, чем если это просто светильник, который умеет выполнять все команды и который можно управлять удаленно там, через систему умного дома. Часто тоже есть идея, например, чтобы в ванной или туалете сделать управление вентиляцией, да и в принципе и в другой комнате можно сделать, в зависимости от влажности, чтобы она автоматически включалась. Конечно, проще можно пойти купить вентилятор, сейчас они стоят недорого, это у которого есть функция сразу встроенный датчик влажности, и можно, в принципе, запрограммировать так, что если влажность повышается выше определенного, ну, даже не программирование, это, по сути, изменение, подкрутить резистор нужно на этом вентиляторе, и тогда он будет обрабатывать более чувствительно, то есть или менее чувствительно, будет на большую влажность или меньше включаться. И тогда его уже просто поставить в ванной, допустим, комнате, и чтобы он включался, если влажность будет высокая, и включался, если влажность будет низкая. Ну, так, чтобы он совсем, например, все время не включался, если это так произошло, и влажность, допустим, высокая, ему придется долго-долго работать. У меня даже некоторые вентиляторы, они просто работают, а потом через 10 минут отключаются. Не знаю, с чем это связано, либо с перегревом, либо с какой-то другой защитной функцией, но фактически он выключается. И такой вентилятор, конечно, тоже может перегреваться, и оставлять его одного, там, даже если влажность высокая, а никого нет дома, наверное, не стоит. Поэтому можно его, конечно, либо подключить к освещению, то есть если свет включен, допустим, в ванной комнате или в туалете, тогда вентилятор будет работать в этом режиме. Если выключен, ну тогда уже не включится. То есть какие-то более сложные функции, например, работать только когда люди есть дома, и когда все ушли, например, все-таки не включаться самостоятельно, так уже настроить не получится. Ну и еще для освещения тоже можно использовать такие выключатели, у которых сразу встроен датчик движения. В принципе, они есть и дешевые, есть и дорогие, но дешевые они обычно работают не очень хорошо. У них фиксированная задержка на включение и выключение. Более дорогие позволяют более гибко настроить, там разными дополнительными крутилками настроить так, чтобы задержка была поменьше и чувствительность повыше, то есть разные параметры задать. Ну и дальше этот выключатель просто, если движение обнаружено, он включает, соответственно, нагрузку, которая к нему подключена. И также можно и такой же датчик использовать, например, для того же вентилятора, который будет от влажности включаться или выключаться. То есть, и, конечно, и можно для управления светом использовать, например, в проходных комнатах, в коридорах, или, например, в кладовке у меня так сделано, стоит такой датчик, который, в принципе, просто включает свет в кладовке, когда там есть движение. Ну, если нет движения, то, соответственно, он не включается. У них еще есть функция тоже, как будто бы они умные, то есть, соответственно, что если освещенность высокая, то он тоже не будет включаться, и, соответственно, это иногда не очень удобно, потому что, например, если на него попадает свет из другой комнаты или с улицы, например, там через окно, то он не будет включаться, хотя, в принципе, допустим, самой, например, у меня кладовки, там достаточно темно может быть, а он не включается. Приходится там поплясать, чтобы он все-таки понял и, соответственно, включился. Для обеспечения разной подсветки ночью тоже можно использовать ночники, они тоже есть простые,
включается в розетку, у него есть встроенный датчик движения, есть датчик освещенности, и если светло, то они не будут включаться. И, в принципе, удобно. Такое простое решение, их можно купить много, воткнуть в разных местах, но они будут, конечно, работать по своему сценарию. Иногда им может показаться, что достаточно темно, они включатся, или там, наоборот, они могут по какой-то причине не включиться или не обнаружить движение, потому что у них, в принципе, сам сенсор, он направлен только в одну сторону, и не всегда есть розетка в нужном месте, и направление этой розетки так, чтобы можно было разместить этот ночник удобно. Да и, в принципе, не всегда там, где обнаруживается движение, там же нужно и подсвечивать. То есть иногда нужно обнаружить в одном месте, а включить вообще в другом месте этот светильник. Но можно тоже таким образом сделать аналог некоторой автоматизации. И, конечно, для обогрева или охлаждения тут тоже есть много устройств, которые тоже выглядят вполне умными. То есть они могут и включаться, и выключаться сами, поддерживать определенную температуру. Практически все обогреватели дополнительно там, они тоже имеют встроенный регулятор температуры. Но это не совсем температура, это их некоторая температура самого корпуса больше. Вот, она защищает от перегрева. Но некоторая корреляция между температурой воздуха тоже есть. И, в принципе, можно настраивать, чтобы они включались и выключались автоматом. Но, конечно, здесь нет никакого уже управления по времени, например, или изменения мощности автоматической. Но сейчас есть и конвекторы дополнительные, инверторные тоже, у которых есть модуль, позволяющий автоматически установить температуру и ее автоматически поддерживать. То есть это удобно, и регулируется мощность сама, и таким образом тоже выполняется некоторая эмуляция функции умного управления. Ну и кондиционеры, понятно, что у них у всех есть разные встроенные датчики температуры воздуха. И, конечно, можно установить определенную температуру на кондиционере, и он будет работать. Ну или даже можно сделать какие-то таймеры по расписанию. Но это тоже будет очень сложно, и довольно будет сложно изменить, если это понадобится.